Приветствую вас, дорогие мастера по наращиванию ресниц! С вами Епифанова Елена, основатель учебного центра Sunlook. Сегодня мы с вами научимся делать пучки для двойного объема, рассмотрим различные техники и, наконец, сможем выполнять с вами объемное наращивание ресниц на клиентах. Итак, что такое двойной объем? У нас есть классический одинарный объем, есть двойной, есть тройной, есть четверной. При одинарном объеме мы одну искусственную ресницу наращиваем на одну натуральную. Соответственно, при двойном объеме мы берем две искусственные ресницы и наращиваем их на одну натуральную ресницу. Чем больше ваш клиент хочет себе объема, тем больше искусственных ресниц вы берете для наращивания на одну натуральную. Какие способы формирования у нас есть для того, чтобы мы смогли с вами сделать двойной пучок? Первое, с чего обычно мастера начинают, это приставной метод. То есть мастер пока еще не знает, как формировать пучки, он наращивает одну ресницу на натуральную и вторую искусственную ресницу ставит рядом. И вот у него получается как будто двойной пучок. Но это очень долгий метод, и мы с вами рассматривать его не будем. Второй способ формирования пучков – это ручной метод, когда мастер берет две искусственные ресницы и при помощи пальцев раскрывает их в пучок. Данный способ формирования пучков имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что мастер достаточно быстро осваивает данную технику и может уже внедрить эту услугу себе в прайс. А минус в том, что мастерам приходится использовать вторую руку для формирования пучков, и это замедляет их работу. Третий способ формирования пучков – это ленточный метод. Мы будем с вами учиться снимать двойные пучки прямо с ленты. И пусть этот способ не самый простой, зато он самый быстрый в работе. Чтобы эффективно научиться снимать пучки с ленты, вам необходима будет тренировка. Для тренировки подготовьте себе толстые ресницы с небольшим изгибом и с длиной 10-11 мм. И тренируйтесь без клиента и без клея. Вам необходимо понять, как работать в технике. Когда вы поняли, как работать в технике, тогда ваша задача уменьшить себе толщину и работать с более тонкими ресницами, такие как 0,10. Если у вас уже получается работать с ресницами в толщине 0,10, уменьшайте ресницы еще и берите толщину 0,07. Как только у вас получилось работать в толщине 0,07, берите клей и работайте тогда с клеем и спонжем. Приклеивайте ваши пучки непосредственно на спонж. Когда вы заметили, что у вас уже хорошо получаются все пучки и вы замечательно приклеиваете на спонж, вы тогда уже можете переходить на работу с клиентом. Первый способ формирования пучка с ленты – это сдвиг ресницы влево. Вот у нас реснички, они стоят на ленте. Мы берем пинцет и зажимаем две искусственные ресницы в пинцет. Дальше пинцетом отводим влево, таким образом, чтобы одна из ресниц у нас отодвинулась влево. Вот эта ресничка у нас начнет двигаться немножко влево. Как только вы увидели, что эта ресница отодвинулась влево, вы пинцетом начинаете зажимать более сильно и поднимаете аккуратно свой пучок на себя. Я буду использовать пинцет L-типа фирмы Sunlook. Вы можете использовать любой другой пинцет, у которого створки хорошо сходятся, нет никаких зазоров и ваш пинцет не деформирован. Сейчас переходим непосредственно к формированию пучка. Мы берем две искусственные ресницы, зажимаем их в пинцете. Главное зажать не очень сильно, потому что если вы очень сильно зажмете, то у вас не будут двигаться ресницы совсем. Вы делаете нажим средний, потом продвигаете пинцетом влево. Как только вы увидели, что кончики у ресниц разошлись, тогда вы пинцет зажимаете более плотно и аккуратненько поднимаете свой пучок вверх. Надо убедиться, что основание у пучка соединено, а кончики разъединены. Такой пучок как раз вам пойдет для работы. Еще раз показываю. Тренируем данный способ без клея, без клиента. Мы просто с вами снимаем пучки до тех пор, пока они не начнут у вас получаться. Второй способ формирования – это раскачка. Вот у нас стоят ресницы на липкой ленте. Мы берем пинцетом две искусственные ресницы и начинаем совершать пинцетом движения в разные стороны. Когда мы будем совершать с вами пинцетом движения в разные стороны, у нас две ресницы, которые мы схватили в пинцет, будут отклоняться
соответственно, в разные стороны. И как только вы увидите, что ваш пучок начинает образовываться, пинцетом хватаете более сильно и поднимаете уже пучок на себя. Вы выделяете 2 искусственные ресницы, зажимаете их в пинцете, нажим должен быть средний, и начинаете пинцетом качать в разные стороны. Раскачивайте, раскачивайте, и как только вы увидели, что кончики разошлись, зажимаете пинцетом более сильно и поднимаете пучок вверх. Еще раз показываю. Зажали пинцетом, начинаете раскачивать в разные стороны, качаете пинцетом. Увидели, кончики расходятся, зажали более сильно пучок и поднимаете его вверх. И так вам надо будет повторить несколько раз, пока у вас не начнут получаться пучки данным способом. Последний способ формирования на ленте, который я вам покажу, это отставной метод. Вот ваши реснички, они стоят на ленте. Вам необходимо взять вот эти 2 искусственные ресницы в пинцет, отклеить их и переклеить их на новое место, вот сюда. Когда вы их переклеили, у вас будет следующая картина, что вот стоят ресницы отдельно друг от друга. Вы берете пинцетом и кончиком пинцетов вот здесь в разные стороны двигаете, чтобы ваши реснички превратились в пучок. Как только вы увидели, что кончики ресниц расходятся, вы берете уже его в пинцет и поднимаете на себя. Вам нужно взять 2 ресницы в пинцет, их отклеить от ленты и переклеить рядом. Дальше вы пинцет немножко переворачиваете и кончиком аккуратненько раскрываете ресницы. Увидели, что кончики у вас хорошо раскрыты. Хватаете ваш пучок, и вот пучок уже готов. Еще раз сейчас вам покажу. Взяли 2 ресницы, отклеили, переклеили их рядышком. Кончиком пинцета аккуратненько раскрываете эти ресницы. Увидели, как только у вас хорошо получилось раскрыть ресницы, хватаете ваш пучок, все, он готов. Мы с вами рассмотрели только 3 способа формирования пучков с ленты, но на самом деле их намного больше, их более 10. Мы рассмотрели с вами мои самые любимые методы, которыми я пользуюсь чаще всего, и вам рекомендую научиться работать именно с ними. Как только вы освоили технику формирования двойного пучка, вы можете уже тренироваться приклеивать ресницы на спонжик. Берете спонж, формируете двойной пучок, опускаете его в клей и приклеиваете уже к спонжику. Во время приклеивания вам стоит следить за тем, чтобы все ваши пучки получались идентичные, чтобы не было сильно перераскрытых пучков или захлопнутых. Если ваши пучки перераскрыты, то вы следите за тем, чтобы не сильно уводить ресницы в бок и старайтесь сохранять их идентичность. Если вы заметили, что ваши пучки захлопываются, когда вы их приклеиваете к спонжику, то, скорее всего, вы слишком рано отпускаете пинцет. Тогда просто чуть подольше держите пинцетом ваш пучок, как только вы его приклеили. Приклеили, подержали и потом только отпустили. С какими проблемами вы можете столкнуться, когда начнете тренировку двойного объема? Первая проблема – это когда у вас основание будет перекрещено. Вот таким образом. Что это значит? Что вы, скорее всего, пинцетом перетянули ресницу влево, и теперь основание у вас не соединено. Чтобы устранить эту проблему, вам нужно не так сильно уводить пинцетом влево, и тогда у вас всегда будет основание соединено. Бывает такое, что вы сняли пучок и видите, что основание у вас разъединено, но не повод выбрасывать вам такой пучок. На самом деле его зачастую можно соединить в капле клея. Берете клей, опускаете свой пучок и немножечко расслабляете пинцет. И вот ваше основание уже соединено.
Еще бывает следующая проблема, что пучок вообще не раскрывается. Вы пытаетесь отодвинуть пинцетом влево или использовать метод раскачки, а снимаете при этом схлопнутый пучок. Скорее всего, ваш пинцет имеет очень плотное смыкание, и он просто не может раскрыть вам пучок данным способом. Поэтому воспользуйтесь просто способом отстановки ресниц, когда вы отставляете ресничку и раскрываете. Встречается еще такая ситуация, что вы все хорошо сделали, хорошо раскрыли пучок, начинаете его поднимать, и вместо 2 ресниц у вас поднимается всего 1 ресница. Это может быть проблема в пинцете, неплотное смыкание, либо вы очень слабо зажали пинцет. Чтобы у вас хорошо снялся пучок, необходимо более плотно зажимать пинцет. Тогда у вас будут сниматься всегда 2 ресницы. Надеюсь, после данного видео у вас больше не осталось вопросов, как делать пучки для двойного объема, но если они появились, пишите в комментариях, мы обязательно вам ответим. Поставьте нам лайк, если хотите побольше полезных и интересных видео. С вами была Епифанова Елена, основатель учебного центра Sunlook, и до скорых встреч!